Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я попробую разобраться, что же лучше для затачивания ножей. Электроножеточка или механическая. У меня есть много стальных и керамических ножей фирмы Tramontina и Rondel. Необходимо проверить, чем же лучше заточить. Для сравнения я воспользуюсь электроножеточкой фирмы Graef Chef Choice, которая имеет 3 степени заточки: грубую, среднюю и полировку. А также сравним ручную механическую систему затачивания ножей, которая имеет одинаковую конструкцию, но разные точильные камни. Для начала я возьму два ножа фирмы Tramontina, которые имеют одинаковый угол заточки 30 градусов, и начнем их точить ручным и механическим способом. Для начала возьмем нож Tramontina с коротким лезвием, попробуем его на бумаге. Как видим, он ее не режет. И волосы тоже. Воспользуемся ручным станком для затачивания и посмотрим на качество и количество времени, потраченное на затачивание. Мне попал в руки такой станок для затачивания ножей. Сделан он своими руками, но принцип действия у него такой же, как и у других заводских, которые можно купить во всех интернет-магазинах и базаре. Он состоит из станины, струбцины, на которой зажимается нож. Она поворачивается под разным углом для выставления угла затачивания. Также есть сам штатив, на котором находится такой кронштейн, и в нем двигается сама часть, которая точит. Здесь может быть или камень, или наждачная бумага, в зависимости от качества материалов. На моем станке наклеена наждачная бумага на двусторонний скотч и имеет 4 степени затачивания. Самая грубая, средняя, мелкая и очень мелкая. Для начала фиксируем лезвие ножа в зажиме. Здесь все просто и понятно. Лезвие должно быть строго параллельно этой площадке. Нож не поцарапается, потому что здесь есть резиновая прокладка. Затем, согласно рекомендации производителя, берем обычный перманентный маркер и наводим им кромку затачивания ножа. Она очень тонкая, поэтому необходимо ее не испортить. Вот я многократно увеличил лезвие ножа. Видно, что оно заводской заточки, еще не царапанное, но уже изрядно тупое. И необходимо его заточить. Выставляем наклонной площадкой угол заточки угла 20 градусов. И начнем точить. Первый этап грубой заточки ножа можно проводить как в одну сторону, так и в другую, пока на кромке ножа не появится тоненькая заусеница. Такого количества движений достаточно для того, чтобы стерся маркер и видно было, что угол заточки выбран правильно. При увеличении лезвия ножа видно, что угол заточки выбран правильный, маркер стерся. Теперь необходимо перевернуть нож на другую сторону и поточить его с той стороны. После затачивания второй стороны здесь появилась кромка, которую необходимо убрать. Вот эта кромка. Это говорит о том, что грубую заточку следует прекратить. Теперь устанавливаем абразив помельче и начинаем затачивать им. Здесь уже направление заточки должно быть строго в одну сторону по острию лезвия. После второго этапа заточки лезвие выглядит уже сформированным и вполне острым, но его необходимо еще заполировать. Я устанавливаю самый мелкозернистый абразив. Он почти гладкий, и будем им полировать.
Полировать нужно тоже строго в одном направлении, по острию лезвия. Как видите, после этапа ручной полировки лезвие выглядит идеально ровным и без сколов. Ну а теперь можно проверить степень заточки ножа на тетрадном листике и волосах руки. Как видите, режет бумагу хорошо. Теперь попробуем срезать волосы на руке. Видно, что лезвие срезает волосы, значит оно острое. А следующий аналогичный нож я попробую заточить на электрическом заточном станке. Вот этот нож. Попробуем порезать бумагу. Бумагу не режет, просто рвет ее. Никак. Посмотрим крупным планом на лезвие ножа. Лезвие второго ножа также видно, что не точилось. Имеет такую же тупую часть. И необходимо его довести до ума. Включаем электроножеточку и будем точить от первого до третьего этапа. Нож необходимо держать прямо и медленно вести с одной и с другой стороны, если заточка двухсторонняя. После первого этапа заточки также видно, что образовалась кромка с одной и с другой стороны, которую необходимо убрать вторым этапом заточки. После второго этапа затачивания кромка стала почти идеальной, ровной. Необходимо только ее отполировать на третьем этапе. Как видите, после этапа полировки лезвие стало почти идеально ровным. И после заточки на электроножеточке проверим степень остроты ножа. Попробуем срезать волосы на руке. Отрезает прекрасно, так же как и прошлый нож. Если сравнить два ножа, то видно, что они заточены идеально, выработки большой нет, незаметной по крайней мере. Единственное, что лезвие ножа, которое заточено на электроножеточке, более идеальное и не поцарапанное, в отличие от станка ручного, потому что здесь зажимается механизм. И попробуем заточить еще на электроножеточке зубчатый нож для хлеба фирмы Трамонтино. Теперь попробую проверить его на бумаге. Режет бумагу хорошо и стал намного острее. Таким образом, две ножеточки имеют право работать. Единственное отличие лишь в навыках и времени, так как ручная ножеточка не каждой женщине подойдет, она не сможет выставить правильный угол, а также время будет потеряно. Тогда как электроножеточка отличается большой скоростью, но единственный минус ее цена и расходные материалы, которые стоят тоже немало. Единственный минус острых ножей — это то, что близкие женщины, которые готовят еду, могут порезать палец. Поэтому в этом случае нужно быть им осторожными и предупреждать в любом случае, чтобы они такого не делали. Вы были на канале Дело мастера боится. Мы проводили сравнительный анализ электро- и механической ножеточки. Пишите свои замечания и комментарии, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.